Всем добрый день, я Наташа Комиссарова, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я покажу вам работы свои для мальчика, демисезонные. Для меня демисезонные это в основном изделия из хлопка, и я очень люблю хлопок, поэтому в принципе большинство моих изделий это из хлопка. У нас не такие теплые зимы, чтобы вязать какие-то очень теплые изделия и супер шерстяные, например, из альпаки или, не знаю, еще из чего-то. Поэтому в основном зимой даже мы носим изделия из хлопка. Просто может куртка чуть-чуть потеплее. Я вам покажу все свои плечевые изделия. Вернее, это не мои, а изделия для моего сына. Это будет гардероб для мальчика. Сначала мы посмотрим на плечевые изделия, а потом перейдем к аксессуарам. Буду показывать в порядке того, как я их вязала, и не буду останавливаться много о пряже говорить, потому что у меня есть отдельное видео по каждому виду пряж. Просто буду вам рассказывать, есть ли смысл вязать такое изделие или нет, и что у меня получилось в данном случае, что мне не нравится в данном изделии. Итак, самое первое изделие я вам не покажу, потому что это был как бы мой эксперимент, и я даже не знаю, где он, честно говоря, этот свитерок. Он был связан с Drops Loves You 9, и это просто была такая кольчуга. Следующий свитерок, вот такой вот, я буду вам его надевать на вешалочку, чтобы его лучше было видно. Тут у меня даже нету этикетки, я не знаю, где вперед, где зад, наверное, вот это вот. Вот так вот он выглядит. Вот. Немного мы его носили, потому что я чуть-чуть ошиблась с расчетами. Это свитерок на мальчика где-то лет 2, максимум 2,5. Он у нас был слишком длинный, слишком широкий. Рукава тоже были очень широкие. И горловина. Горловина была, как-то я несколько раз переделывала, но это хлопковый свитер, он связан с Drops Loves You 7. И пряжа это все-таки в резинке, она не очень хорошо себя ведет, то есть она довольно жестковатая. Поэтому голова не пролезала. Была проблема с тем, чтобы надеть его на голову, я просто-напросто его отложила, мы его так много и не поносили. Более того, я закрывала здесь горловину на закрытых петлях, вернее, делала горловину на закрытых петлях, что еще более ее как бы стягивало. Теперь я чуть по-другому это делаю. Не очень, я бы сказала, удачная модель, но, в принципе, чуть-чуть ее поносили, и я многому научилась на ней. Поэтому следующее изделие было уже... Так, мне положить сюда буду класть. Следующий свитерок был вот такой вот. Я тут уже учла все свои просчеты и чуть-чуть по другим расчетам вязала. Это вот такой свитерок. Точно так же из Drops Loves You 7 на мальчика лет 2. С рукавами тут уже проблем нету. С длиной тоже, с шириной тоже. Очень удачная модель. Здесь я не помню, на каких я петлях это делала, на открытых или на закрытых, но голова хорошо пролезала. Я сделала большую такую горловину здесь. И мы этот свитерок действительно очень много носили. То есть он свою функцию исполнил на все 100%. Так что вот такой свитерок. Так он выглядит сзади. Очень хорошо свою функцию исполнил. Дальше. Носили мы это, и в конце концов из этого мы выросли. Поэтому надо было вязать следующее изделие. И следующим я связала кардиган. Кардиган вот такой вот. Он связан из пряжи, опять же, Drops Safran. Вот такой вот кардиганчик. Узором заборчик. Вот так это выглядит. И, я бы сказала, очень удачный. Во-первых, цвет выбрал сам сын, и ему он очень нравился, этот цвет. Рукава. Проблема у нас сейчас, в принципе, даже сейчас он может носить это, ему сейчас 4 года уже, но рукава очень короткие. То есть уже весной рукава были короткие, и он был слишком маленький. Хотя по длине было все хорошо. Но видите, насколько рукава короче стали. У меня, не знаю, у меня всегда проблема с рукавами.
То есть рукава я вяжу на ту же длину, вязала, вернее, на ту же длину, что и тело, но у меня почему-то они всегда так садятся, что вот меньше. Теперь я, конечно, вяжу больше, длиннее рукава на сантиметров 5-6. Очень Яну нравились пуговички. Пуговички я срезала со своего старого пиджака от Reserved. Мне не очень понравились и очень, по-моему, хорошо здесь смотрятся. Ну, здесь, конечно же, надпись фирменная от Reserved, но свитер явное дело не от этого бренда. Резинка очень хорошо здесь выглядит, вот посмотрите на этом свитерке. Она, не сказала бы, что растянулась, она очень хорошо держится, в отличие от резинки 2х2 на свитере, который я связала другого цвета. Это был не кардиган, кстати, про него я как раз-то и забыла. Сейчас я его покажу. Вот такой это свитер. Где-то здесь, вот у меня здесь зад. Тоже связанный с Drops Safran. Но вы знаете, вот этот вот свитер, он тут намного жестче даже чувствуется пряжа, чем в том. Почему? Потому что там это узором связано. Но здесь мне это очень не нравится. Очень не нравится, как выглядит полотно лицевой глади. Оно вот на камеру еще более-менее, но так вот при ближайшем рассмотрении оно некрасиво это выглядит, очень плохо выглядят места, где надо было петли вправлять. Вот они видны. И вообще, честно говоря, этот свитер тоже, опять же, не очень удачный. Хотя мы его носили без проблем. Он даже сейчас будет сыну нормально. С горловиной. Горловина очень растягивается. Сейчас он, конечно, постиран. Тут все хорошо, но здесь резинка уже не держит. Вот здесь вот. Здесь она не будет держать после первого же раза носки. Эта горловинка, она будет как-то еще держаться, но второй-третий раз и она тоже поплывется, то есть она не имеет здесь смысла. Может быть, стоит на этот сезон как-то, если он, конечно, будет еще не мал сыну, просто убрать эту горловину, потому что эта горловина, вот она такая, она занимает практически целый моток. То есть у меня на всю горловину ушел целый один моток, и ну, просто в ней нет смысла, она нефункциональна абсолютно из этой пряжи здесь. По 5 мотков у меня уходит на каждое изделие, более-менее. Здесь у меня тоже было ровно 5 мотков, и на это ушло 5 мотков. На те, наверное, ушло около 4, те меньше чуть-чуть свитерки. Вот такая модель. Я, кстати, может кому-то будет, может это пригодиться, вот здесь вот я не делаю метки, такие какие-то специальные, я заказала, у нас есть такой сайт, где можно заказывать разные вещи, что-то вроде бы польского Алиэкспресса, называется Allegro, и там можно было заказать метки с именем и фамилией ребенка, плюс телефоном к маме и папе. И я практически на все изделия свои пришиваю ему эти метки, и в принципе не только на изделия, на куртки, на все что угодно, просто чтобы ребенок был подписан, чтобы, если что, можно было его легко найти. Следующее изделие. Следующий свитерок. Я бы даже не назвала это свитерком, потому что он больше, наверное, все-таки как, не знаю, футболка или что-то такое, ну, по своим, как бы, свойствам больше выглядит на футболку. Вот такая вот футболочка. Вот так она выглядит вблизи. Очень хорошо выглядит. Не знаю, вам наведется фокус, нет? Вот так, может, здесь он находится. Не очень, наверное. Он связан из Drops Baumwollin. Я делила эту нитку, там 4 нитки, я ее делила напополам. И мне очень нравится, как вышло это полотно. То есть вначале оно было такое пошмяканное, но после стирки очень красиво выглядит. Но, к сожалению, я буду это изделие распускать. Оно как раз было сыну, но оно было широковато, во-первых. Конечно же, рукава уже короткие будут сейчас. Уже даже весной оно было так впритык. Сейчас у нас, кстати, август, если кто-то будет в будущем смотреть. И резинка. То есть я здесь сделала резинку. Какую я сделала резинку? 1 на 1. Но резинка в этой пряже вообще не функциональная. И думаю, что просто надо было бы сделать роликом каким-то. И это было бы более
более удобно, потому что когда ребенок надевает эту вот футболку, она вот из этого места вообще не растягивается. И очень трудно, например, подкасать рукава или еще что-то. Точно так же здесь. Очень неудобно это надевать. Вот. Горловину я сделала слишком широкую здесь, то есть это тоже минус. И у меня изделие подсело после стирки, и поэтому вот эта вот регланная линия, она тоже короткая. Поэтому мне пряжи жалко, и я буду это все переделывать на что-то другое. У меня, по-моему, есть еще один моток этой пряжи, я ее тоже распущу, поделю. И сделаю, наверное, дошью просто, довяжу до нормального состояния это изделие. Но мне оно, в принципе, очень нравится, только что оно связано не очень как бы удобно. На заметку будет вам, может, сзади. Вот такой вот я сделала. Видно? Видно. Чтобы отличить зад от переда, вот просто такой изнаночными петлями чуть-чуть несколько рядов провязываете. Можно на это метку потом пришить. Можно просто так обозначить. В принципе, можно любым теневым узором обозначить так спинку. Вот, так что это изделие пойдет на перевяз. И совсем свежее изделие из совсем другой пряжи, уже не из дропсовской. Вы уже, наверное, видели это изделие. Это вот такой свитерок. Вот, он уже чуть-чуть подлиннее, он чуть-чуть побольше. Это дропс. Это Rainbow Cotton от Hobby. Мне очень нравится, как он выглядит на сыне, хотя мы еще не носили его, но я его примеряла. И надеюсь, что мы будем носить все это с этой осени, потому что все остальное нам уже мало. Рукава здесь без проблем, я их чуть-чуть длиннее, конечно, сделала, но все равно они кажутся короче, вот, потому что они опять же подсели, но рукава нормально, можно даже чуть-чуть подкасывать. Вот так выглядит этот узор, очень такое хорошее изделие. Пряжа мягенькая, поэтому очень такая, думаю, что будет хорошо доноситься, и она не тоненькая, она довольно такое плотненькое. Если сравнить, например, с вот этой вот пряжей, потому что у Drops Loves You 7, в принципе, метраж такой же, так, то есть у них тоже 170 метров на 50 грамм, и здесь тоже. То есть этот свитерок будет все-таки теплее, чем тот. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим, как он будет носиться. В принципе, мне он пока нравится. Из этой же пряжи у меня связан еще один свитерок. Вот такой вот. Он большой, то есть он так на еще год минимум будет. Вот. Очень хорошо выглядит лицевая гладь здесь, очень такая ровненькая. Несмотря на то, что она чуть-чуть закатана, вам на видео это не видно, но тут он такой, пушок такой легкий есть, но она на свету, она очень хорошо выглядит, то есть она не видно этого как бы закатывания этих, не то что даже катышек, это больше ворс такой идет. Вот это не меланж, это просто этот дефект пряжи. Первая партия была, и, кстати, когда делала обзор, этого не было видно, а вот сейчас вот на свет это очень хорошо видно. Видите, какой брак? Прямо эти белые полосы очень видны. Но это только вот в этих мотках. Больше ничего такого не было. Это первая партия была, и, наверное, мне как-то все это было плохо смешано. Вот. Ну, в принципе, если бы я вам не сказала, вы подумали, что так и надо. Так что... Очень удобный свитерок, он довольно теплый, и мы его уже носили несколько раз, наверное, 2 или 3 раза я даже его стирала. Тут все эластичная горловина, она нормально пролазит голова и так далее. Я здесь уже делала по открытым петлям горловину, так что тут без проблем. Резинка здесь есть как есть, она не сильно растягивается, вот, ну, чуть-чуть, конечно, тянется. Рукавчики так в основном остаются, так что... Тут изделию плюс. Обыкновенный свитер, ничего такого особенного в нем нет. Ну, кроме того, что это мой первый реглан погон снизу. Так, кстати, такие краткие инструкции по тому, как вязать вот этот вот свитер регланом погоном снизу и как я рассчитывала все в этом свитерке. У меня есть отдельное видео, я вам оставлю в подсказках. Ну, думаю, кто меня смотрит, тут об этом знает уже. Так, это, в принципе, все по моим, по сына плечевым изделиям. Для себя я ничего не вязала, у меня просто нету времени, и у меня все время уходит на
вещи для сына пока. Теперь мы перейдем к аксессуарам. Опять же, аксессуары практически все у меня из хлопка. Зимних есть пару штук, но это я сделаю все зимние свитерки и аксессуары, я сделаю отдельное видео, чтобы уже не смешивать. Так, и начнем опять же в порядке производства этих изделий. Первое это шапочка, очень древняя шапочка, на мальчика, наверное, не знаю, 1,5 лет, наверное, или 2, наверное, около 2 лет. Вот такой вот я сделала здесь узор теневой, такой как бы здесь утепленная, это такой козырек, он здесь у меня был пришит, просто мне вернули эту шапочку, я ее тоже давала поносить. Вот, и внутри был тоже байковый подклад, то есть она была довольно тепленькая. Это было связано из пряжи Organic Baby Cotton, Gazal Organic Baby Cotton. Связана она резинкой, так, это не лицевая гладь, это резинка. Довольно хорошо держится. Единственное, что если вы делаете шапочки, в принципе, при любой пряже, то лучше это стирать вручную, не в машинке. Я сделала глупость, я постирала это в машинке. Она, конечно, хорошо выглядит, но все-таки она чуть-чуть жесткости это прибавила. Вот. Очень функциональная шапочка с ушками. Ушки делала отдельно. Вот так вот здесь у меня сбоку. Вот такая вот штука. И очень долго мы ее носили. К этому, кстати, у меня был снуд, но снуд у меня получился очень широкий, и я его практически после первого же сезона распустила, потому что он абсолютно был нефункциональный, он был широкий, он ничего не прикрывал, и у меня эти мотки лежали довольно долго, пока я, может, сразу вам покажу, в этом году просто-напросто этот моток не переделала в шапочку. Вот такая шапочка, обыкновенная такая. Мы еще ее не носили, она ждет своего часа, но мне она нравится, она очень неплохо получилась, очень неплохой узор, и она, надеюсь, будет функциональна, потому что она, конечно, не супер мягкая, но она тянется более-менее, и при тепле от головы она тоже чуть-чуть смягчится. Но, опять же, конечно, пряжа постирана в стиральной машине при 60 градусах, то есть она уже чуть-чуть поддубела. Следующую шапочку я вам покажу. Это вот такая вот шапочка, связанная к свитерку. Где там у меня этот свитерок? Вот к этому свитерку. У меня оставалась пряжа. И оставалась, то есть полосочку шапочки тоже оставалась. То есть у нас узор здесь такой же. Не знаю, видно, не видно. Вот. И видите, как изменилась пряжа. Так. Шапочку мы практически не носили, потому что она была большая. Бубон тяжелый очень. Вот, то есть его надо убрать. Да, в принципе, бубон, по-моему, не практичен на детских изделиях, особенно на зимних, потому что зимой лучше надеть капюшон, а бубон просто-напросто мешает надеть нормальный капюшон. Кстати, попробую носить это в этом году, потому что в этом году как раз голова уже, думаю, будет более-менее того размера, на какой связана эта шапочка. Так что надо будет попробовать. Потому что раньше она была большая. Ну, реально большая. Но я здесь всю пряжу в ноль вывязала просто. Уже не хотела, чтобы она у меня оставалась. Не очень функционально было, говорю, пока не носили. Еще одно такое тоже демисезонное, как бы, у меня комплект есть. Это шапочка. Тоже на мальчика где-то лет 2. Вот такая вот. Она, единственное, у меня получилась очень широкая здесь. Вот эта вот часть была очень широкая, можно было бы переделать, но носить было нечего, поэтому мы хотели пока в этом. Она тоже связана с ушками, и она двойная. Я начала делать шапочки вот такого типа, то есть внутри я делаю резинку, так, 1 на 1. Вот так она выглядит. Это Drops Cotton Merino. Не скажу, какой цвет, абсолютно не помню. Ушки сделаны отдельно, так, провязаны, и тут полой резинкой привязаны завязочки сразу из ушек, так, ничего не привязывала, сразу одним полотном вяжется. Идет это все вниз, вот так вот, и, в принципе, она была довольно теплая. Вы знаете, первые, наверное, 2 года, когда Ян родился, я вот смотрела фотографии, и в декабре он гулял вот в этой шапочке. Честно говоря, сейчас, в этом году, когда у нас были морозы под 15-20 градусов, какие-то аномальные, я вот посмотрела это видео свое, и
Я удивилась просто, как в декабре я пустила ребенка вот в этой шапке. Я решила проверить, какая была погода в этот день. И в этот день это был 20 декабря, по-моему, в этот день было 10 градусов тепла. Поэтому, вот эти первые 2 года, когда он был маленький, у нас вообще не было морозов, вообще. Поэтому такие шапочки были очень даже кстати. Так что эту шапочку мы много носили, и она ко мне опять же вернулась, потому что я ее отдавала поносить девочке одной. И к этой шапочке у меня связан вот такой вот манишка, наверное, это называется. Манишку мы носили уже даже тогда, когда шапочка была мала. Буквально еще этой весной мы ее носили. Очень функциональная вещь, вот такая. Не знаю, сейчас голова, наверное, уже не пролезет, но все нормально проходило, нормально сидела. Стиралась в 60 градусах, только мне уже пряжи не хватило, это я уже делала другим цветом. Так. Пряжа прекрасно выглядит, вот. Резинка более-менее держится, на неделю-2 носки нормально это было. Вот. И видите, здесь, конечно, видно, уже чуть-чуть она поношенная, но пряжа очень хорошо выдерживает стирку и такая довольно долговечная. То есть это изделие у нас очень было ходовое. И ввиду того, что у меня оставалась еще эта пряжа, маленький моточек, не моточек, а вернее кусочек такой, шарик, и я сделала вот такие вот варежки к этому комплектику. Вот. Я не помню, честно говоря, это были первые мои варежки или нет, наверное, уже не первые. Особенность этих варежек то, что я вот эту пряжу, не помню, сколько там точно ниточек, но я и поделила тоже напополам, то есть эти варежки, они такие тоненькие. Я именно хотела такие тоненькие варежки. Здесь у меня резинка, я здесь даже вышила его инициалы. Вот. Просто я давала в садик, чтобы оно не потерялось, и известно было, что это. Резинка 3 на 1, да, 3 на 1, и дальше лицевая гладь. Индийским клином сделана варежка. И вы знаете, носили мы эти варежки. Я бы не сказала, конечно, что они супер теплые, но это не на сильную зиму. Но очень хорошо стирать, очень удобно. Удобно в плане того, что бросил в стиральную машину, и оно постиралось. Они довольно мягенькие, так и остались. И все хорошо отстирывается. То есть тут большой плюс, потому что песок, грязь осенью, причем это уже не на зиму, а именно осенью. То есть это все очень хорошо с этой пряжи отстирывается. То есть здесь большой плюс. Вот такой вот комплектик. Так, свежая шапочка, экспериментальная, буквально недавно связанная из Rainbow Cotton от Hobby. Еще не носили, я, конечно, ее надевала. Она вот ровно по голове, даже думаю, не связать ли чуть-чуть побольше, вот таким вот на 5 клиньев я закрывала. Но это был такой тестовый вариант, так что, если что, просто-напросто отдам кому-то. Поэтому очень хорошо у меня она получилась, очень красивая гладь получилась. Это на 2,5 я вязала. Кстати, все мои изделия я вяжу на троечке, абсолютно все. Все свитерки эти были связаны на троечке, кроме льняного свитера белого на 2,5 я вязала. И здесь в качестве эксперимента тоже на 2,5. Но хорошо, все выглядит. И последний комплектик, я вам покажу, конечно, вот так вот ее, потому что я ее переделываю, эту шапочку. Вот, она из Drops Париж связана, она у меня двойная. Вот, видите, какая разница в цвете, это я довязываю, я распустила и довязываю. Распустила, потому что я, наверное, так постирала, что у меня такие полосы были здесь. Плюс я хотела надвязать, потому что очень маленький здесь у меня получился уже, или просто вариант быстро вырос. Маленькое расстояние здесь получилось. Я надвязываю. Вот такой носок. Вот. От макушки до макушки. Вот. Но функциональная. Очень хорошо мы в ней носили. Она очень теплая. То есть именно поэтому я ее довязываю. Я хочу, чтобы у нас была такая шапочка. И поэтому я вот это вот место, вот где у меня тут темное, я просто-напросто загибаю, и как раз вот так вот такой вот длинный отворот я хотела. Вот, так что уже, в принципе, почти все довязала, осталось только закрывать макушку.
Очень такая функциональная, очень хорошо выглядит резинка здесь. Эту часть я стирала в 60 градусах, это еще вообще, конечно, не стирала, но думаю, что буду стирать тоже руками, чтобы была более такая эластичная. Все-таки эту пряжу, если это шапочка, то лучше стирать руками. Так, и к этой шапочке у меня есть шарфик. Вот такого узора у меня есть на канале, как этот узор вязать, очень просто вяжется. Так, видно? Видно. Вот такой вот. Это не заборчик, там со снятыми петлями вяжется, честно говоря, я уже сама точно не помню. Но узор такой эластичный, он не плотный, и для шарфика очень даже неплохо выглядит. Единственное, что мне кажется, для шарфика эта пряжа все-таки довольно жесткая. То есть лучше все-таки что-то более мягкое, не знаю, даже, не побоюсь этого слова, с акрилом сделать что-то, или лучше всего из мерино. Из мериносовой шерсти какой-то тоненькой шарфики все-таки лучше всего будут. Потому что здесь оно не очень тянется, и оно все-таки для шарфика это жестковатая пряжа. Не думаю, что проблема в узоре, а именно просто потому, что это хлопок. Так, он такой, не тянучий. Для шарфика может не очень хорошо подходит. Вот. И, в принципе, это все. Это все мои изделия. У меня еще есть несколько сшитых шапочек, но я вам уже не буду их показывать, потому что большинство, во-первых, я уже пораздавала, потому что я же великая швея. Я сшила шапочки, постирала их, и после стирки они перестали налазить на голову. Поэтому я их практически все поотдавала. И у меня еще кусок материала есть, я буду делать шапочку, конечно, уже большего размера. Вот. И потом уже, может, тогда вам покажу ее. Остальное все, к сожалению, маленькое, пойдет в подарки. Вот. Надеюсь, эти изделия, которые я вам показала, как-то вас вдохновят, может, на похожие изделия или будут подсказкой делать такое или не делать. Вот. Чуть-чуть попозже я сниму видео про зимние изделия. У меня есть несколько свитерков из альпаки, из шерсти, но это уже будет ближе к зиме, это уже другая история. Спасибо большое за внимание, спасибо за то, что досмотрели до конца, и до новых встреч!